小浩浩，你可知唐门暗器精死？女婿，这小岳父饶命啊！老婆救我！才3个武魂，这女婿我不当了。 Хо Юйхао и бог эмоций. Если говорить о самом хитром, коварном и скрытом игроке в Боевой континент 2 непревзойденный клан Тан, то это без сомнений появившийся сейчас бог эмоций Рон Няньбин. Все потому, что лишь взглянув на Хо Юйхао, он тайно увел у Тансана уже давно выбранного наследника божественного трона. Будучи верховным главнокомандующим объединенной армии континента Янган, он с детства жил с ненавистью, из-за чего его характер был замкнутым и отчужденным. Однако на самом деле он был добрым человеком и был готов пожертвовать своей жизнью ради друзей или любимой. Его телосложение было крайне особенным. Он унаследовал от родителей две противоположные стихии – лед и огонь. Но в то время он был слишком молод и не мог контролировать эту силу, из-за чего постоянно страдал от конфликта льда и огня внутри себя. Позже он вырос до уровня верховного командующего континента, вступил в войну с главными богами божественного континента и с помощью богов смерти и жизни стал первым богом эмоций. Он мгновенно сокрушил всех главных богов и божественных существ, одержав победу в войне богов. После войны Рон Няньбин получил титул бога кулинарии и вместе с близкими ушел в уединение в Персиковом лесу. Из-за того, что Тансан ушел в затворничество, уже вознесшийся в божественный мир, Рон Няньбин согласился некоторое время присматривать за боевым континентом. Однако он случайно обнаружил такого человека, как Хо Юйхао, и был очень впечатлен его талантом. Поэтому он тайно передал ему божественный трон бога эмоций. Когда Тансан вернулся из затворничества и узнал об этом, он хоть и разозлился, но ничего не смог поделать с таким хитрым ходом Рон Няньбина. В итоге, сославшись на долг благодарности, он оставил Рон Няньбина в божественном мире сторожить. Позже тот принял участие в войне богов божественного мира, постепенно достиг уровня бога-короля и стал одним из 12 первых королей богов, создавших круг великих богов. В основном он отвечал за управление 7 эмоциями и 6 желаниями. Что касается Хо Юйхао, после бесчисленных трудностей Ор наконец победил золотоглазого черного дракона и успешно вознесся в божественное царство. Там он неожиданно унаследовал статус Рон Няньбина, бога эмоции, став таким образом богом первого уровня, богом эмоции. Однако мало кто знает, что Хо Юйхао изначально был избранным преемником в глазах божественного короля Тансана. Тансан изначально планировал, что Хо Юйхао унаследует его положение морского бога, но в решающий момент Рон Няньбин неожиданно вмешался в эту договоренность, в конечном итоге позволив Хо Юйхао унаследовать его божественный статус – преемственность на посту бога эмоций. Важно понимать, что Тансан, как один из 3 божественных королей, несомненно обладает огромной силой и способностями. Рон Няньбин же, напротив, всего лишь бог первого уровня, что дает ему наглость открыто забирать преемника Тансана на глазах у бога-короля. Неужели он не боится мести Тансана? В этой истории Тан Утун, возлюбленная Хо Юйхао. Из-за ее потери и разлуки Хо Юйхао пробудляет навык эмоций. Бог эмоций искусно владеет силой эмоций, и Хо Юйхао является идеальным воплощением этой способности. Это развитие навыков проистекает из его любви к Тан Утун и в полной мере демонстрирует его новаторские способности в использовании силы эмоций. Стратегия Тансана и роль Рон Няньбина. В оригинальном романе Тансан прямо заявил, что Хо Юйхао с самого начала был его избранным преемником, и он посвятил себя его наставничеству и воспитанию, постоянно уделяя ему пристальное внимание. План Тансана был не краткосрочным, а долгосрочной стратегией. Он знал, что способности и качества Хо Юйхао делают его более подходящим преемником. Способность Рон Няньбина перехватить Хо Юйхао на самом деле была облегчена благодаря молчаливому одобрению Тансана. Рон Няньбин ошибочно полагал, что сможет обмануть Тансана, но тот намеревался заставить Рон Няньбина найти Хо Юйхао, тем самым способствуя дальнейшему развитию их отношений. Тансан знал, что хотя Хо Юйхао и был выбран преемником, его способности больше подходили для роли бога эмоций Рон Няньбина, чем для его собственной роли морского бога. Поэтому он молчаливо одобрил перехват Хо Юйхао Рон Няньбином, что обеспечило Хо Юйхао более подходящую божественную должность. Тансан предвидел крупные потрясения в Божественном Царстве и поэтому решил оставить Рон Няньбина рядом. Это не только позволило Хо Юйхао занять подходящее божественное положение, но и обеспечило Тансана могущественным союзником.
Кроме того, чтобы в период нестабильности в божественном мире не ослабить свою силу из-за передачи трона морского бога, Тансан поступил очень продуманно. Он позволил Хуэйхао унаследовать именно трон бога эмоций. Таким образом, Рон Няньбин смог успешно перехватить наследника у Тансана не только потому, что Хуэйхао лучше подходил для трона бога эмоций, но и потому, что самому Тансану была нужна помощь Рон Няньбина, а также было важно сохранить собственную силу. Тансан проступил мудро, он предчувствовал опасность. Этот шаг не только позволил Хуэйхао получить идеально подходящий ему божественный трон, но и дал самому Тансану надежного помощника в будущей войне. Во-первых, ключевая особенность бога эмоций – это не просто управление чувствами, а контроль над 7 эмоциями и 6 желаниями. В китайской концепции это основа человеческой природы – радость, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и желание. Поэтому сила Хуэйхао после получения этого божественного трона – это не обычная божественная сила, а сила, напрямую связанная с волей, душой и сознанием. Это делает его способности особенно опасными даже для богов, потому что он может воздействовать не только на тело, но и на внутренний мир противника. Во-вторых, выбор Рон Няньбина не был случайным еще и потому, что его собственный путь полностью совпадает с путем Хуэйхао. Оба прошли через страдания, одиночество и эмоциональные крайности. Это важно. Бог эмоций не может быть холодным или безразличным. Наоборот, чем глубже переживания, тем сильнее его власть. В этом смысле Хуэйхао почти идеальный носитель этой силы, возможно, даже лучше самого Рон Няньбина в потенциале. Как рассказал Рон Няньбин, в конце концов, в Божественном Царстве есть ограниченное пространство. Оно может вместить только определенное количество людей. Следовательно, чтобы войти в Божественное Царство, человеку нужно место, или скорее трон, который принадлежит ему или ей. Божественные места имеют очень сложные взаимосвязи с нашим пониманием великого Дао, небес и земли. Любое изменение в праве собственности на божественное место часто указывает на грядущие изменения в Божественном Царстве. Обычно существует несколько возможных сценариев или причин, по которым может произойти смена владельца божественного места. Например, если владелец умирает, стремясь углубить свое понимание великого Дао небес и земли, преемник должен унаследовать его или ее божественное место. Также, если владелец решает покинуть Божественное Царство в поиске знаний и просветления, которые находятся за пределами Божественного Царства, он или она должен передать свое божественное место наследнику. Наше Божественное Царство контролирует 108 разных миров. Среди разных миров есть некоторые известные как одаренные миры, и боевой континент является одним из них. Одаренный мир – это мир, в котором люди более одаренные и с гораздо большей вероятностью получат статус бога. В Божественном Царстве, кроме 5 человек в комитете, сильнейшие боги называются основными богами. В Божественном Царстве 32 основных бога, остальные боги находятся под ними. И поскольку я являюсь одним из 32 основных богов, уверяю тебя, что если ты примешь мое божественное положение, это не будет для тебя проигрышем. И большая благодарность Ашот за неоценимую помощь с видео. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком выборе Тансана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.